Всем привет, друзья! С вами Реальный Басист. И сегодня у нас на обзоре новинка от Arturia. Называется Arturia Astral Lab. Он буквально недавно вышел, произошла мировая премьера. У нас на канале уже лежит такой, скажем, превью знакомства, видео с этим прибором. Он у нас появился еще до официального релиза с демо-прошивкой. А вот сейчас у нас уже полноценный прибор с кучей пресетов, с кучей функций, о которых мы сейчас вам подробно расскажем. Итак, поехали! Но сначала немного предыстории. Смотрите, Arturia недавно отметила свое 25-летие. И это французская компания, я думаю, что многие из вас ее знают, и она очень известна двумя вещами. Первое — это то, что они делают плагины различных синтезаторов, они эмулируют различные винтажные, раритетные, легендарные синтезаторы, такие как, например, Minimoog, Profit, Synthi и так далее. Также у них есть классные цифровые VST пианино, органы, Wurlitzer. В общем, они делают очень классные плагины, которые все используют в создании музыки, в аранжировках. Я вот сам, являюсь аранжировщиком и композитором, их использую. Очень много моих друзей, продюсеров используют эти плагины. И вообще, как бы, это, в принципе, такой мировой топ, мировой стандарт индустрии среди вот аранжировщиков и композиторов. Я думаю, что у любого музыканта профессионального можно найти V-коллекцию. Собственно, это все называется у них Arturia V-Collection, где вот, собственно, набор из, по-моему, более чем 30 этих VST-синтезаторов, там, цифровых пианино, органов и прочее. В этой коллекции все имеется. Вот, дальше у них есть коллекция, которая называется Augmented, где они такой более в современном варианте делают сэмплированные тоже рояли, различные духовые инструменты, там, трубы, кларнеты и так далее. Стринги также. Вот, в общем, Arturia славится своими плагинами. Это прям вот топ-класса. И второе, чем Arturia известна, это, естественно, MIDI-контроллеры. У них большое количество различных MIDI-контроллеров. Вот мини-лаба, самого такого маленького, который можно в рюкзак засунуть и там, я не знаю, где-то в самолете клепать просто биты. И до полноценных таких огромных MIDI-контроллеров с шикарной клавиатурой, с кучей фейдеров там и так далее. Различных крутилочек для того, чтобы работать там в Ableton, в Logic, записывать, играть и так далее. Вот. И, собственно говоря, что вот это вот из себя представляет, это то, что они взяли все свои плагины и засунули сюда под капот вот этого вот устройства. Это полноценная клавиатура, для которой не нужен компьютер. Здесь у нас все вот эти абсолютно плагины артуревские зашиты внутри. Можно до, по-моему, 7000 пресетов сюда сохранять. В базовой прошивке заводской здесь в районе 1000 пресетов. И, собственно, все это здесь работает, все это здесь можно использовать. Еще, для тех, кто не знает, у Arturia есть такой продукт, тоже плагин, который называется Analog Lab. Analog Lab — это такой агрегатор пресетов, где можно использовать практически все плагины из V-Collection, всех их вот синтезаторов знаменитых. И там все это немножечко в таком более упрощенном виде представлено. Там нету возможности максимально глубоко регулировать пресеты. Есть определенные макросы. Как правило, это 4 макроса тембральных и 4 макроса с эффектами. И там тоже огромное количество пресетов. Так вот, собственно, данный продукт Astral Lab, он как раз интегрируется с Analog Lab плагином. И вот здесь у нас сразу вот покажу 4 крутилки, которые как раз иллюстрируют макросы из Analog Lab тембральные, и 4 крутилки вот эти, которые иллюстрируют макросы из Analog Lab, которые связаны с эффектами. Здесь у нас дилей, ревер и 2 эффекта, которые мы можем назначать и выбирать. Вот, собственно, то есть, по сути, для того, чтобы вот упрощенно понять, что это такое, это Analog Lab вот в отдельно стоящей коробке, которую вы можете брать на концерты, которую вы можете брать в студию, работать и так далее. И отсюда что вытекает? Отсюда сразу я скажу, что глубокой редакции пресетов у нас, к сожалению, нет. У нас есть вот только вот эти 4 макроса тембральных.
и 4 макроса эффектов. Но если вам нужно прям максимально глубокий вариант редактирования пресетов, то вы это уже можете делать непосредственно на компьютере, подсоединив данный прибор к компьютеру, синхронизировав с Analog Lab, либо с любым из плагинов из серии V-Collection, и там вы уже можете максимально подробно, детально синхронизировать, точнее редактировать пресет, и потом сохранить его здесь и использовать его на концертах и в студии. Итак, друзья, давайте теперь поподробнее взглянем на функционал вот этого устройства. И первое, что мы здесь видим, это вот такой вот экранчик с колесиком, которое можно также и нажимать. Собственно, вот это у нас основное меню. Здесь у нас есть типы звуков, здесь у нас есть различные инструменты, различные артисты. Также у нас есть залайканные, то есть понравившиеся нам различные пресеты, которые мы можем вот в отдельной категории сохранять. Есть у нас звуковые банки, есть у нас плейлисты. То есть все это различные способы организации звуков, пресетов по различным категориям. Ну и также у нас есть, естественно, глобальные настройки. Здесь мы можем USB, Wi-Fi, Bluetooth, MIDI и другие утилиты. Здесь мы можем, соответственно, настраивать. Ну, в частности, например, подключение педали экспрессии, там, полярность и так далее. Вот эти вот кнопки внизу, они нам позволяют навигацию производить по меню. Собственно, вот кнопка Back — это кнопка наверх, то есть на одно меню вверх, и кнопки, стрелки вверх-вниз у нас как раз разрешают нам передвигаться по меню. Ну вот давайте зайдем сейчас в типы звуков, и вот здесь у нас клавиши, вот смотрите, басы, клавиши, лиды, пэды, пианино, электрик-пиано, органы, стринги, брасы, барабанные звуки, различные секвенции, вокальные звуки, ну и звуковые эффекты. То есть очень много всего. Также у нас здесь есть возможность эти категории выбирать прямо кнопками на панели. Они также подписаны. Вот пиано, электропиано, органы и так далее. Для максимально быстрого доступа, вот мы, например, нажимаем ну, вот басы, да, и дальше мы стрелочками передвигаемся по пресетам. Пресеты довольно быстро грузятся. Вот. То же самое мы можем делать из колеса. Мы можем вот кликать. Просто провернуть колесико чуть-чуть, и подгрузится следующий пресет. Колесо, кстати, достаточно, ну, такое, оно не болтается, оно сделано достаточно надежно, приятно. Кликать по нему тоже удобно. Можно на любой край кликнуть. Сверху, снизу, справа, влево, собственно, это будет срабатывать одинаково во всех случаях. Вот. Единственное, ну, у меня как бы сразу возникает вопрос, глядя на это колесо. Оно, конечно, маловато, да, если сравнивать с другими синтезаторами, конкурирующими такими полноценными рабочими станциями, скажем, от других фирм, типа, там, Yamaha, например, то у них, конечно, большой экран. Мне кажется, что, ну, было бы прикольно в современном мире сделать прям экран такой, тачскрин. Мне кажется, гораздо удобнее, да, оперировать. Тем более вот здесь такое вот количество свободного места осталось, и оно абсолютно никак не задействовано, да, почему бы не сделать прям большой экран такой. Вот, но это мои мысли на эту тему. Напишите, кстати, в комментариях, что вы думаете. А так, что касается данного экрана, я еще хочу сказать, что вот угол зрения у него, ну, очень комфортный, и со всех сторон его видно хорошо, на самом деле, и он достаточно яркий и приятный, и работать с ним, по большому счету, удобно. Итак, давайте перейдем теперь к различным звукам. И, ну вот, собственно, допустим, выбрал я какой-то звук, вот keys, да, то есть это у нас клавишные звуки. Что у нас? Как я сказал, у нас 4 варианта использования редакции тембров, то есть глубоко в различные нюансы звука мы зайти не можем. Мы не можем, например, регулировать огибающую, мы не можем регулировать какие-то еще глубокие, такие зашитые под капотом параметры. То есть мы это можем сделать только на компьютере, да, синхронизировав соответствующим плагином. Но здесь у нас есть 4 макроса для редакции этого звука. Первый макрос называется Brightness, то есть яркость. Дальше тембр.
Все это очень сильно зависит от пресета, то есть эти макросы, они могут регулировать разные параметры в зависимости от пресета. В данном случае brightness — это у нас явно частота среза. Тембр — это явно у нас резонанс фильтра. Дальше time. Ну, time здесь у нас отвечает за дикей нашего звука. То есть хвостик у нас увеличивается, уменьшается. И movement. Но здесь movement отвечает за LFO. И далее у нас здесь 4 эффекта макроса, да. Вот эти два, они всегда назначены на delay и ревер. Мы можем delay добавить, можем его убрать, можем в один клик просто его отключить вот этой кнопкой, если нам нужно быстро это сделать и не крутить. Ну и также ревер. Также можем его отключить. Это очень удобно. Дальше. Если мы удерживаем соответствующие кнопки, вот, например, либо ревера, либо дилея, мы переходим в меню настроек данного эффекта. Вот я нажал дилей длительным нажатием, и вот у нас здесь выбор целых нескольких алгоритмов. Это можно выбрать аналог дилей, digital дилей и tape дилей. Выбираем один из них, и здесь вот у нас есть в меню пресет. Либо мы можем выбрать различные пресеты дилеев. Вот, кликаем. Мы можем сохранить. Можем вот выбрать. И так далее. Возвращаемся вверх в меню. Здесь мы можем регулировать различные параметры. Это вот громкость повторений, high-pass фильтр, low-pass фильтр, время дилея. Можем вот включить пинг-понг дилей. Интенсивность, синхронизацию по времени, там, либо по MIDI, по разным параметрам. Уровень входного сигнала, либо вот стереопанораму тоже можем отрегулировать. Вот, собственно, у каждого из вариантов этих алгоритмов у нас есть различные настройки. Все их не вижу смысла сейчас подробно проходить. Вот я долгим нажатием зашел теперь в секцию реверов. И здесь у нас очень много реверов. Посмотрите, здесь у нас Digital Reverb, Small Piano, Soft Room, Small Room, Large Room, Jazz Club там, и так далее. Концертный холл, большой концертный холл, яркая комната, еще более яркая комната. В общем, вы видите сами огромное количество. Вот Spring, Reverb, Plate есть. Все основные необходимые, самые популярные алгоритмы, да, нажимаем вот, например, на Plate, и здесь тоже у нас настройки, предилей, размер комнаты и так далее. То есть все здесь очень классно предусмотрено, достаточно гибкие настройки, можно регулировать все это дело. Теперь давайте посмотрим вот эти эффекты. Собственно, также по умолчанию какие-то эффекты у нас в каждом пресете здесь есть, но мы можем использовать опять длительное нажатие каждого из этих эффектов. И вот, собственно, мы зашли в меню выбора самих эффектов. Эффектов у нас здесь очень много. Мы можем использовать мультифильтр, мы можем использовать параметрический эквалайзер, компрессор, дисторшн, хорус, фленджер, фейзер, стереопанораму, аналоговый фейзер, квакушка, то есть wah-эффект, Twin Amp, это, видимо, эмуляция какого-то усилителя, и Rotary Speaker. Ну, давайте вот аналоговый фейзер выберем. Вот прекрасно зазвучал наш фейзер. Вот я меняю его скорость, полярность, фидбэк и так далее. Глубину. То есть у каждого эффекта, соответственно, тоже у нас есть различные варианты настроек. Да? Давайте вот зайдем во второй эффект и выберем что-нибудь еще. Давайте вот Distortion выберем ради интереса. Ну, давайте пощелкаем какие-нибудь пресеты.
Ну вот я сделал такой прям совсем явный овердрайв, совсем злой такой. В реальной жизни, наверное, столько его и не нужно, но просто вначале я пощелкал пресеты, и поскольку глубина эффекта была небольшая, ну, как бы мало что менялось, но вот здесь мы явно слышим очень такой злой овердрайв. Собственно говоря, это что касается эффектов. Далее, теперь давайте перейдем к дополнительным shift-функциям этих макросов. Здесь у нас есть вот такая еще кнопочка Shift, и вот таким бледненьким шрифтом подписаны дополнительные функции. Соответственно, у нас вот первый макрос, его вторая функция — это громкость. Здесь все понятно. Кстати, вот здесь у нас с самой правой стороны у нас мастер громкость. И вот эти три макроса, они отвечают за мастер эквалайзер. То есть если у вас, например, есть пресет какой-то, и он прям вот супер яркий, и у вас нет возможности его как-то там отредактировать дополнительно, вы можете вот, например, на мастер-эквалайзере подрезать вверх. Вот удерживаем эту кнопку и вот убираем вверх. И верха явно стало меньше. Что касается вот этих дополнительных функций, то здесь сделано для нашего удобства, например, вот у дилея и ревера, чтобы не лезть в настройки, да, мы опять-таки зажимаем Shift, и у дилея мы можем регулировать сразу время, то есть время задержки, и у ревера мы можем регулировать decay. У этих двух эффектов мы можем регулировать интенсивность, то есть глубину воздействия. Это очень удобно для вот как раз того, чтобы не сильно нырять в эти настройки, потому что настройки, вот такое вот многоуровневое меню, это иногда, конечно, утомляет. Ну и далее смотрим в левый угол, и здесь мы видим кнопки переключения октав. Ну, это, собственно говоря, атрибут абсолютно любых клавишных инструментов в наши дни. И колесо pitch и модуляционное колесо, тоже вот с таким световым индикатором, очень приятным. Вот. Ну и, конечно же, поскольку это клавишный инструмент, нужно несколько слов сказать о клавиатуре, но я сам не являюсь пианистом, поэтому я передаю слово нашей очаровательной Анастасии, которая пианистка, и сейчас она вам про эту клавиатуру расскажет. Прежде всего, хочется проверить чувствительность клавиш. Клавиши полувзвешенные, чувствительные к степени нажатия. В настройках Arturia можно отрегулировать степень нажатия на Easy, Medium и High. Кроме того, здесь есть функция Aftertouch, монофоническая. Это означает, что мы можем сыграть аккорд, допустим, и управлять раскрытием фильтра с помощью всего одной ноты. То есть я сыграла определенный набор нот, но при этом нажимала только на одну ноту, и у меня управлялись все ноты, которые проигрывались в этот момент. Если бы это был полифонический автотач, то параметры каждой ноты управлялись бы независимо. По ощущениям, клавиши действительно профессиональные, они бесшумные, на них приятно играть. Они подходят для студийной работы и для концертной. Еще одна очень важная функция Astrolab — это тот факт, что это устройство является битембральное, то есть он поддерживает одновременно использование двух тембров, два слоя здесь есть. Вот эти вот кнопки у нас отвечают за битембральность, part 1 и part 2. И также есть кнопка Split, при помощи которой мы можем очень легко разделить клавиатуру. Вот, например, сейчас у нас как раз здесь включен битембральный пресет. Вот я нажимаю кнопку Split и делю теперь клавиатуру. В левой части у меня вот такой вот звук, а в правой... И, соответственно, я могу редактировать различные параметры, в частности, громкость. Например, вот part 2, то есть второй части, второго тембра, либо первого тембра. Также вот у нас, опять-таки, бледным шрифтом здесь подписана вторичная функция Edit. Если я нажимаю, например, part 1, я могу выбрать вообще любой звук для этой части. Ну, например, давайте выберем какой-нибудь инструмент.
Ну вот, например, орган B3, да? Нажимаем ОК. И теперь у меня в левой руке орган. В правой руке у меня остался лид. Если я выключу сплит, то у меня получается абсолютно как бы оба этих звука звучат одновременно. Орган с лидом. Вот, ну лид у нас доминирует по громкости. Если вот его сделать потише прям, то будет слышно уже орган под этим лидом. Собственно, очень клевая функция. Очень легко сплитуется клавиатура, да, для различных вот целей, когда нужно разными звуками играть. И очень легко, опять-таки, каждый из этих двух тембров настраивается, балансируется и так далее. Единственное, что когда у нас выбраны два слоя одновременно, то макросы у нас работают сразу на два тембра. Если мы какой-то из тембров вот нажимаем, например, part 2, то есть второй тембр, то у нас, соответственно, по цвету макросы становятся именно вот зелененькими, либо вот такими вот оранжевенькими. То есть здесь мы редактируем, соответственно, тембр номер 1, здесь редактируем тембр номер 2, а когда у нас они синие, то мы тогда оба тембра одновременно редактируем. Как я говорил в начале, Arturia — это очень известный производитель MIDI-контроллеров. Если у кого-то из вас хоть раз был MIDI-контроллер от компании Arturia, вы знаете, что практически все они имеют арпеджиатор встроенный, также режим аккорда и режим scale. Это очень удобные функции, которые присутствуют и здесь. И работают они абсолютно так же, как и на всех MIDI-контроллерах Arturia. Собственно, вот арпеджиатор у нас активируется вот этой кнопкой. И если нам надо, чтобы он проигрывал без нажатия клавиш, мы нажимаем Shift-Arp и, собственно, активируется режим Hold. А дальше длительным удерживанием мы заходим в настройки арпеджиатора и видим там все режимы. Режимы проигрывания, можем регулировать количество октав, можем регулировать длительности, там 8, 16, триоли и так далее. Вот сейчас я все это продемонстрирую. Активируем Hold, нажимаем арпеджио. Ну и также здесь есть режим аккорда. Что это такое? Мы можем запрограммировать аккорд, например, любой сложности до, точно не помню скольки нот, но там, по-моему, 8 или даже больше нот. То есть, например... И теперь нажатием одной клавиши я могу сыграть этот аккорд от любой ноты. Также, если мы перейдем в режим настроек этого режима аккорда, то у нас здесь есть Scale режим. Мы можем выбрать тонику наших аккордов, мы можем выбрать различные варианты гамм, да, то есть Scale — это гамма, можем выбрать мажор, минор, там, гармонический минор и так далее. Здесь, ну, очень большое количество, там, фригийские, лакрийские лады, ну, все, в общем, лады популярные, которые в музыке используются, они все здесь есть, в том числе есть и всякие более экзотические лады, типа, там, цыганской гаммы и так далее. Вот. Можем выбрать вид аккорда, то есть можем вручную запрограммировать, можем выбрать из того, что здесь вот есть. Собственно, кастом — это вид аккорда, который мы программируем сами, а дальше вот можно тоже выбрать октаву, квинту,
там минорный, мажорный, септаккорды различные, там с 11 ступенями и прочими настройками. Здесь большой выбор аккордов. И также мы вот этот режим аккорда и режим scale можем активировать для обеих частей, то есть для обоих тембров, либо для вот части первой, части второй, то есть для какого-то одного из двух наших тембров, что тоже может быть очень удобно. Кстати, еще буквально пару слов о режиме scale. Обратите внимание, вот над каждой клавишей у нас есть лампочка, и вот я до этого выбрал какую-то из гамм здесь, и теперь у нас некоторые клавиши просто вот не горят. То есть лампочки не активированы. Это значит, что они будут у нас проигрывать ноты не те, которые назначены вот изначально, например, си-бемоль, а соседние. То есть, видите, одна и та же нота. Потому что у нас на всей этой хроматической клавиатуре теперь активированы только ноты нужной нам, назначенной нами гаммы. А теперь давайте перейдем, ну, наверное, уже к одной из финальных функций, которые здесь есть. Здесь есть еще MIDI-лупер или MIDI-рекордер, его можно назвать. Это достаточно простой такой, но интересный нюанс, который здесь присутствует, такая фича. Собственно, вот эти две кнопки. Можно записать, что-то наиграть и записать под определенный темп, под встроенный метроном, и потом это проиграть. Ну, такая базовая самоиграйка. Она действительно очень базовая, очень простая. Здесь нет возможности делать овердаббинг, то есть какие-то наложения разными там звуками и так далее. Но, тем не менее, вот для, может быть, занятий, для каких-то можно это все дело сделать. И давайте вот продемонстрирую. Просто вот темп у меня уже какой-то здесь установлен. Нажимаю вот, собственно, рекорд. И теперь мы можем это проиграть. Вот такая вот тоже прикольная функция. Мне видится ее назначение для занятий. Наверное, она полезная. Вы там наиграли какие-то аккорды, и потом поверх, как вот под такой экспресс-минус, можете позаниматься. Вот. И еще одна функция, которая здесь есть, это функция подключения телефона через Bluetooth. И приложение, собственно, есть артуревское для Android и для Apple iOS. Давайте, собственно, быстренько сейчас на это взглянем. Ну вот, друзья, телефон с приложением Arturia синхронизирован с Astrolab. Процесс спаривания Wi-Fi очень был простой. По QR-коду через приложение там все практически интуитивно вам говорят, пишут, что нажимать, буквально 2 клика, и все готово. Что у нас здесь, значит, в приложении? Мы вот можем выбирать различные пресеты, различные, вот, например, смотрите, раз я выбрал. Также по типу там инструментов, вот бас, например, вот клавиши. Раз, выбираю пресет, все меняется. Очень удобно. Также здесь в телефоне вот можно создавать плейлисты, можно сохранять пресеты, плейлисты те же самые. И это, кстати, очень удобно. И я, знаете, вот в начале ролика сказал о том, что вот здесь вот не задействовано место. Я думаю, что как раз это удобно, например, если у вас планшет какой-то или телефон. То есть вы сохраняете дома плейлист с пресетами для вашего концерта, просто кладете сюда планшет или телефон, открываете там какой-то плейлист, и вот все, у вас под рукой в один клик, вы просто раз кликнули, и все, и у вас звуки сами загрузились, и можно их менять прям мгновенно, раз, еще один клик. Там, например, припев, раз, куплет, песня номер 3, песня номер 4, песня номер 5. Вот, очень удобно, да, то есть это действительно расширяет сильно функционал, и не надо нырять там в это меню, все вот эти вот манипуляции производить. То же самое с плейлистами можно на самом деле делать и с помощью вот этой клавиши. Здесь вот у нас есть плейлист. Также можно сюда заходить, можно эти плейлисты сохранять, как вот и в основном меню я вам рассказывал.
Это все очень удобно тоже. Можно вот понравившиеся, можно вот звуковые банки создавать, вот отдельно плейлисты, новый плейлист, ну и так далее. То есть это для удобства, для такой концертной студийной работы все здесь есть. Также здесь у нас присутствует функция стриминга звука по Bluetooth. То есть здесь, кстати, у нас есть два аудиовхода. Среди вот инструментов, которые у нас здесь присутствуют, это вот различные синты, различные органы, там пиано и так далее. У нас есть инструмент вот вокодер, и сюда можно во вход подключить аудиосигнал какой-то, ну, например, воткнуть микрофон и обработать его через вокодер. И также можно стримить аудио через Bluetooth, через ваш телефон или планшет. Ну и раз уж мы начали говорить про вот эти вот входы-выходы, да, у нас есть стереопара и выход на наушники. У нас есть два USB разъема. Это USB-C для подключения к компьютеру, для синхронизации с Analog Lab и другими плагинами для сохранения пресетов с компьютера. Также можно использовать это как MIDI-контроллер, на самом деле, с различными DAW. Вот. И есть USB-A для того, чтобы использовать данный прибор как MIDI-хост. Также у нас здесь есть входы для педали экспрессии, для педали сустейна. Все это можно кастомизировать в разделе общих настроек в меню утилиты. Ну и, конечно же, есть у нас MIDI-вход, MIDI-выход. Собственно, вот это что касается входов и выходов данного прибора. Ну а что касается аудиовхода, у нас есть также там рядом с ними ручка гейна для того, чтобы подстраивать входной уровень. Друзья, что касается моих впечатлений об этом инструменте, да, это действительно прям новый такой мощнейший продукт от Arturia, новая звезда на небосклоне клавишных инструментов. Посмотрим, как это будет вообще в долгосрочной перспективе, насколько музыканты ее полюбят или не полюбят. Мне самому даже интересно понаблюдать за судьбой этого прибора, потому что Arturia, вот 25 лет компании, все вот эти вот наработки по звуку, да, по своим плагинам, все наработки в плане MIDI-контроллеров, которые они производили все эти годы, они все сюда вместили, и действительно это такая прям квинтэссенция. Звучит она круто. В плане функционала здесь, в принципе, все есть. Но вот, как я сказал, некий урезанный функционал в плане контролирования и редактирования пресетов. Все это, если более глубоко нужно редактировать, то надо это делать на компе. Это, конечно же, минус, да, потому что многие музыканты, например, кто играет на Nord Station, они, привыкли все это делать на панели. Но, с другой стороны, я думаю, самый огромный плюс вот этого прибора, да, заключается именно в интеграции с плагинами. И в чем здесь фишка, да? Как я сказал в начале, очень 90% мировых всех продюсеров и композиторов, они используют плагины Arturia в создании своих аранжировок, потому что они действительно очень круто звучат, и это прям, уже классика, уже стандарт мировой музыкальной индустрии. И вот представьте, вы, например, использовали эти плагины, сделали бит, сделали песню, аранжировку, а потом для того, чтобы играть на концерте, вы берете какой-то другой синтезатор, и вам приходится наруливать эти звуки, примерно похожие. А здесь вы можете взять прям те же самые пресеты, здесь сохранить на Astrolab и играть на концертах теми же самыми звуками, теми же самыми пресетами один в один. То есть полностью в концертной обстановке воссоздавать звучание своих студийных треков. И я думаю, вот в этом как бы основное преимущество. Кроме того, что это действительно хорошо звучит, действительно хорошая клавиатура, удобный интерфейс и так далее. Вот. Плюс еще возможность спаривать с телефоном, с планшетом, это тоже огромный плюс. Друзья, пишите в комментарии, что вы думаете об этой машине. Если среди вас есть какие-то профессиональные клавишники и профессиональные пианисты, напишите, что вы думаете по сравнению, например, с ближайшими конкурентами. Это Nord, это Yamaha.
мне самому интересно, как это все будет. Друзья, на этом все. Подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Нажмите на колокольчик для получения уведомлений. Обязательно лайкните это видео, потому что нам ваши лайки обязательно необходимы. И до скорых встреч. Увидимся. Еще. Раз, два, три, четыре, пять. 1, 2, 3, 4. Смотри, пожалуйста, вниз и говори пока. Раз, два, три, раз, два, три. Елочка, гори, елочка, гори. Раз, два, три, елочка, гори, елочка, гори. Угу. Ну что ж, тогда поехали. Всем привет, друзья, с вами Реальный басист.